Я начал свой путь в этом мире здесь, в маленькой комнате на 82-м этаже смрадного барака. Холодный зимний ветер врывался через щели в деревянных оконных рамах, когда я заплакал в свой первый раз. Сколько раз это повторялось? Не помню точно. Они знают все. Но это не имеет никакого значения. Ведь пока я нужен Федерация, и пока я помогаю механизму работать, юнитов, годных к службе, не трогают. Знаю, что в последнее время начал сбоить. Мое лечение и содержание стоят практически столько же, сколько и мой труд. Это нерентабельно. Такой юнит затрудняет путь к великой цели. Знаю и то, чем заканчиваются эти прихоти несовершенного тела. Скольких моих товарищей уже отключили из-за этого. Но Федерация благодарна каждому за верную службу. Редких отличившихся праведников с почестями подключают к серверу. Месту, которое в древних писаниях называлось раем. Там, в эфире вечности, их сознание утопает в невообразимом блаженстве. Я точно знаю это, потому что создаю эти миры уже 20 лет в центральной серверной лаборатории. Поверьте, эти виртуальные пространства прекрасны. Нет ничего более совершенного, созданного на Земле и ее пределами. Воистину, такой участи достойны только члены Совета и праведники. Я хочу служить Федерации, но, к сожалению, мой путь закончится здесь. Сегодня. Думаю, что не стоит ждать комендантов, которые обесточат мое сознание. Сегодня я не буду подключаться к электрической сети. Уже нет смысла тратить драгоценные ресурсы на такого безнадежного юнита, как я. Запаса батареи должно хватить на несколько часов, поэтому сегодня я просто дождусь тусклого рассвета у маленького грязного окошка в комнате на 82-м этаже смрадного барака. Как же прекрасен этот большой город, расстилающийся на многие десятки километров вдаль. Величественные пыхтящие трубы заводов, офисы индустриальных гигантов, колоссами возвышающиеся над громадными бараками для юнитов. Прозрачный купол комендатуры, бетонный куб Министерства равенства и, конечно, массивное здание Совета, круглые сутки озаряемое десятками тысяч ярких ламп. Я благодарен Федерации за возможность видеть это великолепие из своей комнаты. Нет большей радости для юнита, чем быть частью Федерации. Красные огни увеселительных заведений врезаются в серую пелену облаков над городом все короткие световые дни, наливаясь ярким пурпуром с наступлением ночи. Я никогда не видел источников этих огней, потому что, отродясь, не покидал свой барак после отбоя. Я всегда строго следовал предписаниям. Мне нравится думать, что для величественных членов Совета, служащих в поте лица на благо Федерации, двери этих заведений открыты всегда. Достойным по достоинству, так нас учат Писания. Воистину, великая мудрость. Я благодарен за возможность понимать это и хочу, чтобы коменданты записали эту мысль в мое дело. Я вечный раб Федерации. Я предан Федерации. Как великое событие храню на своем чипе и в ячейке памяти федеративной облачной летописи самое главное событие в своей жизни. Однажды, таким же прекрасным серым днем, как и сегодня, в центральную серверную лабораторию с важным визитом приезжал третий заместитель председателя Управления по правам юнитов второго эшелона Восточного блока. Мне посчастливилось быть в группе встречающих высокого гостя. Пав ниц на сырой снег перед богоподобным заместителем, я в припадке любви к Федерации и Совету лишился остатков рассудка. Мне удалось прикоснуться губами к подолу его белоснежной, отороченной золотом мантии. Этот мимолетный раболепный жест, к счастью, остался незамеченным. Именно это и сохранило мне жизнь. Знаю многих, кто поплатился за неумеренную любовь Федерации и Совету. Они были немедленно и принудительно отключены, а их чипы сосланы на вечное хранение в архивную. Место, которое в древних писаниях называлось адом. Меня разместят там же уже завтра, на одном из глубоких подземных этажей центральной серверной лаборатории. Ибо я грешен. В первую очередь за то, что скрывал свои мысли от Федерации. А еще, я был неумерен в своих чувствах к Федерации, иногда допуская слезы слабости из-за счастья быть частью происходящего. Я не достоин попасть на сервер. Нет, я не достоин даже ресурсов, чтобы быть размещенным в архиве. Прошу, чтобы коменданты записали эту мысль в мое дело. Я вечный раб Федерации. Я предан Федерации. От одного из отключенных юнитов я слышал, что есть какая-то жизнь за пределами Федерации.
Какая нелепица. Этот блаженный рассказывал шепотом, озираясь по сторонам, что за бетонной границей члены Совета и юниты неотличимы друг от друга, а иногда даже меняются местами. Это же полная глупость. Совет дарует счастье по своему усмотрению, ибо только он знает, что это такое, понимает его допустимые границы и дозы. Так учит Писание. Откуда юниты могут это знать? Откуда такие приземленные твари могут что-то смыслить в тонких материях? Мы должны быть благодарными за то, что Совет распределяет все по заслугам. Конечно, я отдал еретика комендантам при первой возможности. Без тени сомнения. Эти справедливые люди решили его судьбу по совести. Сам директор лаборатории пожал мою трясущуюся руку в знак благодарности за бдительность и в качестве признательности за служение Федерации дал разрешение на сверхурочный час работы каждый день в течение года. Тогда я еле сдержался от слез радости. Какой же это был прекрасный период моего существования. Я вечный раб Федерации. Я предан Федерации. Скоро рассвет. Даже если я подключусь к питанию прямо сейчас, то не успею полностью зарядиться на весь 15-часовой рабочий день. Я могу отключиться здесь или на трудовом участке, но предпочту первое, ведь это намного меньше затруднит комендантов. Прямо за стеной моей комнаты великие предки еще сотни лет назад проложили надежный трубопровод, который служит Федерации верой и правдой на пути к великой цели. Засыпая, я часто слышу, как с верхних этажей в утиль отправляются оболочки юнитов, отслуживших Совету. Должно ли быть иначе в моем случае? Конечно же нет. Это нормальный жизненный цикл для юнитов, описанный в Писании мудрецами прошлого. Улыбаясь, я засыпал со спокойным сердцем. Все мы грешные. Я верю, что великая цель уже скоро будет достигнута. Прощай, мой дорогой товарищ. Если ты сканируешь эти мысли, значит, я уже отключен. Тело уже какое-то время не слушается меня, отказывая в движениях. Отказывают и органы чувств. Все по заслугам. Прошу тебя, проживи эту жизнь в бескорыстной любви к Федерации. Не позволяй себе распутств и вольностей, которые позволял я. Ибо я грешен. Проживи эту жизнь так, чтобы уходить было не страшно. Я чувствую, что мог бы сделать на общее благо гораздо больше. Но, как и большинство из нас, недостоин даже собственного имени. Поэтому закончу свой путь тихо, без лишнего шума. Ушел еще один юнит. Здесь, в маленькой комнате, на 82-м этаже смрадного барака. Я вечный раб Федерации. Я предан Федерации. Сосед опускает,